Болгарский кризис. Итак, болгарский кризис представлял собой целую серию событий на Балканах с 1885 по 1888 год. Болгарский кризис повлиял, первое, на баланс сил между великими державами, и второе, на конфликт между Австро-Венгрией и Российской империей. Болгарский кризис был одним из нескольких эпизодов продолжающегося Балканского кризиса, когда вассальные и зависимые государства боролись за независимость от Османской империи, но в результате образовалась мозаика из зарождающихся национальных государств. Именуется это балканизацией. Все это можно охарактеризовать следующим образом. Были нестабильные союзы, которые часто приводили к войнам и в конечном итоге к Первой мировой войне. По поводу процесса балканизации более детально уточняю. Балканизация – это процесс дробления территории, страны или региона на множество более мелких и враждебных единиц. Обычно это вызвано различиями в этнической принадлежности, культуре, религии и геополитических интересах. Термин является производным от названия европейского региона Балканы, который из единого пространства под властью Османской империи превратился в несколько небольших государств. Османская империя отказалась от условий Константинопольской конференции, что привело к русско-турецкой войне, которая завершилась Сан-Стефанским мирным договором и Берлинским трактатом или Берлинским мирным договором. В результате было создано независимое княжество Болгария. Первоначальный мирный договор, Сан-Стефанский мирный договор, подписанный Россией и Турцией, создал великую пророссийскую Болгарию. Это, по-видимому, противоречило более ранним секретным соглашениям между Россией и Австро-Венгрии. Рейхштадтскому соглашению, секретному соглашению, заключенному 8 июля 1876 года, а также Будапештской конвенции, заключенной 18 марта 1877 года. В документах подчеркивалось, что победа России в войне не приведет к созданию крупных славянских государств. Россия также приняла то, что Австро-Венгрия могла по своему выбору оккупировать Боснию и Герцеговину. В целом, изначальное расширение сферы влияния России вызывало гнев других балканских государств и встревожило другие великие державы. А затем по приказу министра иностранных дел Австро-Венгрии была назначена встреча, чтобы пересмотреть положение Сан-Стефанского мирного договора. К сожалению, были удовлетворены Великобритания и Австро-Венгрия. В целом же дальнейшие кризисы были неизбежными. Будущее балканских земель воспринималось в Европе как вопрос, находящийся в распоряжении великих держав. Это существенно повлияло на отношения между Германией и Россией. Чтобы уравновесить российское влияние и предполагаемую панславянскую экспансию на Балканах, Германия и Австро-Венгрия в 1879 году заключили двойственный союз.
18 сентября 1885 года в результате восстания и государственного переворота в османской провинции Восточная Румелия, Восточной Румелии помогали болгары, народ Восточной Румелии провозгласил союз с новым государством Болгария в нарушение Берлинского мирного договора. В Европе союз вызвал ужас у великих держав. Союз изменил баланс сил на постоянно нестабильных Балканах и был высок риск возмездия со стороны Османской империи и российского вмешательства от имени Болгарии. Однако напряженность в отношениях между российским царем Александром III и болгарским князем немецкого происхождения Александром I привела к тому, что Россия отошла в сторону, вывела свои войска из Болгарии и выступила за проведение конференции в Константинополе. Другие великие державы в целом поддержали неожиданную позицию России, но не Греция и Сербия. Сербия подписала секретный договор с Австро-Венгрией в 1881 году и была настолько уверена в поддержке Австрии, что выдвинула территориальные требования на своей западной границе с Болгарией. Получив отказ, Сербия объявила войну 14 ноября. Однако к 28 ноября Сербия потерпела поражение от Болгарии. Дальнейшее унижение Сербии было предотвращено только вмешательством Австрии. Государственный переворот в Болгарии 1886 года, поддержанный Россией против Александра I, привел к власти племянника австрийского императора и офицера австрийской армии Фердинанда I. Несмотря на то, что данный переворот оказался неудачным и завершился контрпереворотом, в конечном итоге он привел к отречению Александра I и тяжелому политическому кризису в Болгарии. После этого отношения молодого болгарского государства с Россией сильно ухудшились. События на Балканах фактически разрушили хрупкий союз между Германией, Австро-Венгрией и Россией, известный как Союз трех императоров. Союз предусматривал взаимную помощь в случае нападения и доброжелательный нейтралитет в случае, если один из них окажется вовлеченным в конфликт за пределами Союза. Условия данного Союза также предусматривали проведение консультаций по любым предполагаемым операциям на Балканах. Ситуация была сложной, когда Александр I был избран в 1879 году князем Болгарии по просьбе своего дяди в России, царя Александра II. Александр I оказался вынужден поддержать движение за воссоединение, объединение, несмотря на советы российских министров и советников, но при очевидной поддержке премьер-министра Великобритании Уильяма Гладстона, который выступал против позиции России. Затем Россия отозвала своих министров и советников из Болгарии. Другим осложнением была роль короля Сербии Милана I Обреновича, союзника Австрии. Милан потребовал от Болгарии территориальной уступки. Не получив ее, он объявил войну в 1885 году. Потерпев поражение, Сербия увидела, как болгарские войска достигли Белграда, прежде чем вмешалась Австрия. Бухарестский мирный договор, подписанный представителями Сербии и Болгарии, завершил сербско-болгарскую войну. Великие державы и порта в конце концов согласились с объединением Болгарии в Тапханенском соглашении 1886 года. Однако Россию это не удовлетворило, и Александр III отказался признать Александра I правителем Болгарии. Впоследствии, в результате поддержанного Россией переворота, в котором участвовала группа пророссийских офицеров, Александр I был вынужден отречься от престола 9 августа 1886 года. Затем он был выслан в Россию. В результате контрпереворота Александр I вернулся на болгарский престол, и Россия разорвала дипломатические отношения с Болгарией. Великие державы, которые постоянно опасались войны между собой, продолжали заключать ряд сложных соглашений и союзов, многие из которых были секретными в качестве сдерживающих факторов в действиях друг друга, в основном по указаниям Бисмарка.
К ним относились Тройственный союз, Средиземноморская антанта, политический союз Британии, Италии и Австро-Венгрии, договор о перестраховке 1887 года, тайный договор между Германией и Россией. Наконец, публикация условий договора 1879 года убедила Россию в том, что дальнейшие действия не в ее интересах, и поэтому она отказалась от участия в делах Болгарии, а страх перед войной рассеялся. Стратегия Бисмарка была тайной, но в целом успешной в предотвращении многих действий во время его правления. К сожалению, его действия в значительной степени зависели от него самого и поэтому не могли обеспечить долгосрочных решений.